Признаюсь сразу, мне не удалось взглянуть на Гибли влюбленными глазами владельца. Отчасти потому, что сам по себе образ дизельного бизнес-седана весьма прозаичен. К тому же я вижу заимствование, в том числе с немецкими корнями, и это не добавляет поэзии. Универсальный подрулевой переключатель, как и платформа, наследство Мерседеса Е-класса. Те же двигатели и мультимедийную систему используют джип с Крайслером. Кнопка стартера, словом, где-то это уже было. «На-ка, — говорит Гибли, — тебе спортивный режим. Только сначала попади в драйв». «Нет». «Не-а». «Еще?» «Вот так». Знаете, Гибли дизель — это очень быстрая машина, которая здорово управляется, но таких в сегменте хватает. При этом никто из сравнимых по цене одноклассников не скупится, скажем, на сервопривод рулевой колонки или Bluetooth и не грешит такой теснотой на заднем сидении. Во мне 188 сантиметров, я впритык влезаю сам за собой. Основное конкурентное преимущество Мазерати — бренд. Но нужно быть слегка уколотым трезубцем в глаз, чтобы игнорировать некое несоответствие потребительских свойств Гибли и его цены. Впрочем, любовь слепа, так говорят. На ходу автомобиль действительно гармоничен. Он не раз заставит вас улыбнуться. Но у меня осталось впечатление, что он переоценен. Единственное, что не позволило мне закрыть дело Гибли сразу по окончании теста — низкая оценка комфорта, которая расходится с тем, что я слышал прежде от коллег. Плавность хода у базовой машины, мягко говоря, так себе. Подвеска чересчур требовательна к мелочам. Гибли скачет по неровной дороге, требуя подруливаний. И чем выше скорость, тем больше проблем. А я читал, как подвеску Мазерати хвалили, правда, с адаптивными амортизаторами Skyhook. «Значит, — сказал я, — нам тоже нужна такая машина». И нам не просто нашли другой седан с электронно управляемыми стойками. Это оказалась 400-сильная бензиновая версия Гибли S с полным приводом, о чем говорит шильдик Q4. Совершенно иной по характеру автомобиль, но что комфорт. Увы, стопроцентно точного сравнения не получится. S-ка на более крупных 19-дюймовых колесах с разноразмерными шинами Dunlop вместо пухленьких 18-дюймовых Pirelli. Однако общее впечатление, тадам, схоже. Плавность хода принципиально не изменилась. Гибли по-прежнему внимателен к микропрофилю, даже появился зуд на руле, чего не было у дизельного автомобиля. Зато прибавилось энергоемкости и чуть улучшилось поведение на плохой дороге. Амплитуда колебаний кузова уменьшилась, машиной проще управлять. Но вот чтоб небо и земля, такого не произошло. И все же бензиновый Гибли показался мне интереснее, эмоциональнее. Он отзывчивее, точнее следует за акселератором. Почти нет свойственной дизелю задумчивости в откликах при движении в драйве. Если дизель скорее ворчлив, нежели музыкален, то бензиновую турбошестерку приятно послушать. Она картинно вздыхает перепускными клапанами под сброс газа. И под тягой звучит богаче. Полноприводная версия не утратила азартной управляемости. Она даже чуть податливее в первой фазе поворота. Но боком по асфальту уже не поездишь. Электроника довольно быстро передает на передние колеса почти половину момента. Зато можно натолкать в эту пасть снега. Динамика ярче. В игривом настроении можно взяться за алюминиевые гашетки ручного управления автоматом и при желании даже повисеть на отсечке. Хотя, повторюсь, простейший дизельный Мазерати уже спорт-седан безо всяких скидок. Вообще я не удивлен тому, что, как утверждает дистрибьютор, всех версий Гибли продают поровну. У каждой из них свой шарм. Бензиновый Гибли S живее и фешенебельнее дизельного, но по-прежнему не дает отключить мне разум.
Тут речь идет уже о 112 тысячах евро, и по нынешним временам счетчик в голове тикает особенно громко. Скажите мне, почему именно Гибли? Не полноприводный CLS-63 AMG S, не Panamera GTS? Рационального объяснения выбора в пользу Мазератти у меня нет. Это должно быть, не знаю, что-то из детства. Ну и я играл с машинками Мазератти еще в конце 70-х. Но вот почему-то у меня детские привязанности за рулем Гибли не проявляются.